Что может быть идеальным подарком для кого-то? Деньги – это то, что многие из вас сказали бы, но одна пара сделала все возможное, чтобы поддержать брошенную девушку. Как они поступили? Их жизнь значительно изменилась, когда они приняли ее в семью. Все началось с мечты. Эмили была предметом мечты, которая приснилась Нанет Гаррет. Во сне ей вручили эту странную девушку. Когда она проснулась, сон преследовал ее. Она начала искать девушку по имени Эмили, потому что почувствовала, что это знак. Когда пара начала поиски Эмили, у них уже было 6 детей. Как говорится, где воля, там и путь. В конце концов, пара нашла Эмили в детском доме в Эстонии. Недолго думая, они приняли девочку в свой дом и удочерили ее. Однако пара не знала главного секрета маленькой девочки. Когда она вошла в дом, началась череда необычных событий. Как ни странно, пара, которая верила, что сможет улучшить жизнь этой маленькой девочки, также увидела значительные изменения в своей собственной жизни благодаря ей. Нанет и Верн Гаррет вырастили 6 замечательных детей в своей огромной семье из 8 человек. Забота о 6 детях немыслима в современном обществе, когда воспитание даже одного ребенка сопряжено со многими трудностями. Однако семья никогда не меняла своего решения. Они действительно хотят еще одного ребенка, но на этот раз решили усыновить его, а не растить. «Ну, все началось с мечты», — пояснила Нанет. «В то время у меня было 6 детей, и мне приснилось, что у меня на коленях свернулась калачиком маленькая девочка. Насколько я знал, она была моей. Ее сон был действительно четким, хотя ей было, вероятно, 2 или 3 года. Она была уверена, что этот сон имеет какое-то значение. Где-то там ее ждала Эмили. В штате Юта проживают Нанет и Верн Гарреты. У них репутация щедрых и сострадательных людей. Благодаря своей доброте пара пользовалась большим уважением в своих краях. Хотя воспитание большой семьи сопряжено с определенными издержками, пара никогда не отказывалась помогать другим. Их жизнь была рутинной, пока Нанет не осуществила свою мечту. Пока Нанет искала для них идеал женщины, она снова забеременела. Это был ее 8-й ребенок. Возможно, внутри нее была девушка ее мечты. Она родила сына, но они ждали родов. Она не забыла этот сон даже по прошествии многих месяцев. Ей нужно было найти ту девочку. Более того, она назвала ее Эмили. Мать 7 детей задумалась и сказала: «В том сне мне приснилась Эмили, и это было ее имя. Я просто знала, что у меня родится маленькая Эмили». На этот раз они поклялись не останавливаться, пока не найдут девочку. Охота началась. Национальный центр усыновления Эстонии был одной из организаций, с которыми они связались. Им было представлено множество фотографий, но ни одна из них не соответствовала описанию, которое они искали. Они хотели усыновить ребенка, чтобы заполнить пустоту, которую они чувствовали в своей жизни. Тем не менее, они еще не нашли подходящего ребенка. Мы прилетели в Эстонию и отправились в Национальный центр усыновления, рассказала Нанет. Мы отправились на поиски нашего ребенка. Мы часами просматривали различные книги, которые они нам предлагали. Они листали страницы часами напролет, а затем внезапно остановились, увидев картинку. Возможно, они зашли в тупик, поскольку не знали, имеет ли смысл ее мечта. Это было утомительно. «Вы ищете иголку в стоге сена, так что это было действительно непросто», — сказала Нанет. «Вы думаете, что мы пытаемся найти этого ребенка, который, как мы знаем, наш, и я так думаю. Я могу сказать, что никогда в жизни так усердно не молился. Все дети на фотографиях, кроме одного, улыбались. Внимание пары привлекла монохромная фотография. В отличие от всех других снимков, на этом снимке у маленького ребенка было серьезное выражение лица. Пара решила отдать девочку на усыновление, заметив ее невыразительное поведение.
Они до сих пор отчетливо помнят, как впервые увидели ее фотографию. «Мы остановились на этой маленькой фотографии маленькой девочки с большим бантом в волосах», — сказала Нанет. «Мы оба что-то почувствовали в ней. Мы были поражены ее красотой и испытали чувство шока. Девочка жила в детском доме в Эстонии, и ее звали Эмили. Пара приехала в Эстонию, чтобы познакомиться и удочерить девочку еще до того, как они ее увидели. Персонал проводил их в класс для девочек. Примечательно, что дети в классе тепло поприветствовали эту пару. Оглядев комнату, они в конце концов сосредоточились на этой девушке. Что-то в ее глазах необъяснимым образом привлекло меня. Наши взгляды встретились, и ее глаза заблестели, вспоминает мать. Для меня это было волшебством. Они нашли в ней именно того человека, которого хотели. Эмили производила впечатление тихой, покорной молодой женщины. В отличие от большинства детей ее возраста, она предпочитала проводить большую часть времени в помещении. Несмотря на эксцентричный характер Эмили, пара решила удочерить ее, несмотря на то, что у маленького ребенка было мало игрушек для игр. Если бы они сделали правильный выбор, они бы достаточно скоро научились. Как девочка отреагировала на известие о том, что эта пара станет ее приемными родителями, поскольку они приняли решение удочерить ее. Когда она выходила из кафетерия, наш переводчик увидел ее и сообщил, что вас разыскивают для усыновления. Это будут твои родители. Затем девушка предприняла неожиданный шаг. Но я была удивлена, увидев, что она побежала прямо к Верну, сказала Нанет. У меня случайно оказался с собой фотоаппарат, когда я выходила из машины, и я сделала снимок. Однако она тут же бросилась к Верну, обняла его и назвала папой. Неужели они наконец-то нашли свою идеальную женщину? Нанет и Верн вернулись домой самолетом вместе со своим новым членом семьи, как только процедура усыновления была завершена. Они не могли дождаться, когда смогут показать ее своим детям. Этот ребенок был усыновлен, но теперь он принадлежал им. Одно дело усыновить ребенка, и совсем другое – любить его так же сильно, как своих собственных детей. Родители пообещали себе никогда не отличать Эмили от остальных своих детей. Эта маленькая девочка сразу же завоевала их сердца. Гарреты сказали себе, что сделают все, что в их силах, чтобы дать ей ту жизнь, которую она заслуживает, и что они хотят сделать ее жизнь лучше. Но надеялась ли Эмили на это на самом деле? Теперь, когда они наконец нашли то, что искали, Гарреты были счастливы как никогда. Но Эмили, похоже, была не в лучшем настроении. Она ничего не сказала. Я всегда буду помнить это. Эмили просто продолжала смотреть в боковое окно, пока мы отъезжали от школы, и у нас сложилось впечатление, что она лишена эмоций, заметил отец. Затем, когда я посмотрел на ее маленькую щечку, по ней скатилась слезинка. Они перепробовали все, чтобы убедить Эмили открыться им, но у них ничего не вышло. Во время поездки она вообще ничего не сказала. Возможно, она все еще чувствовала себя неловко, но супруги надеялись, что как только она увидит детей, она станет более дружелюбной. Верн сказал, что она была очень мрачной, не очень эмоциональной, но немного расплакалась, так что я понял, что что-то происходит. Что-то происходило в ее маленькой головке. Гарреты предположили, что девочка, возможно, плакала, покидая приют, после того, как провела там несколько лет. Пара была близка к тому, чтобы узнать поразительное объяснение ее странного поведения. Ее представили своим братьям и сестрам, и, естественно, они сразу же сблизились. Супруги думали, что теперь их семья стала полноценной, но их ждал сюрприз. Спустя всего 6 месяцев пара несколько раз была свидетелем того, как Эмили беззвучно плакала. Гарреты расспросили других детей Эмили, не делилась ли она с ними чем-нибудь. Эта крошечная девочка каким-то образом хранила свой секрет при себе. Пока до них не дошло письмо из неизвестного источника, пара боролась за то, чтобы узнать ее тайну. Элизабет – это имя девушки, отправившей письмо.
Они прочитали письмо таким, каким оно было, хотя имя им не показалось знакомым. Когда Нанет закончила читать письмо, которое было адресовано им, она заплакала. Это письмо глубоко тронуло мое сердце. Кроме того, пара обнаружила причину, по которой Эмили иногда вела себя непоследовательно. Верн объяснил, что это было действительно замечательное письмо. В письме были просто выражения любви и благодарности. Ничего вроде «почему? Ты забрал мою сестру. Почему ты не поговорил со мной?» Главное в письме было то, что я так счастлива, что у моей младшей сестры есть семья. Я счастлива, что о ней заботятся. Несмотря на то, что мы никогда не встречались, я хочу, чтобы вы знали, как сильно я вас обожаю. Очевидно, письмо было написано старшей сестрой Эмили, что меня удивило. Ее старшая сестра Элизабет заботилась о ней до того, как она переехала в детский дом. Она приложила все усилия, чтобы обеспечить выживание своей младшей сестры. Учитывая все, чем Элизабет пожертвовала, чтобы обеспечить Эмили достойное существование, было бы правильно сравнить ее с матерью. Она продолжала заботиться об Эмили, хотя переезд в приют освободил ее от многих обязанностей. Их отношения стали крепче после того, как они вместе пережили трудные времена. Элизабет испытала облегчение и в то же время печаль, узнав, что ее сестру усыновит супружеская пара из США и что она будет вести счастливую и полноценную жизнь. То, что агентство не сообщило паре о ее старшей сестре, показалось нам странным. В письме была очевидна привязанность Элизабет к своей младшей сестре. Вполне логично, что, прочитав письмо, пара разрыдалась. Они непреднамеренно разлучили двух преданных сестер. Они приняли очень смелое решение сделать что-то, потому что их переполняло чувство вины. Элизабет также была выбрана для усыновления супругами. Без промедления они сели на следующий самолет в Эстонию, чтобы встретиться с ангелом. Решение усыновить второго ребенка далось паре нелегко. Для тех, кто не знает, усыновление второго ребенка обойдется им примерно в $20 000. Они сделали этот приятный выбор, хотя и знали об этом. Элизабет не заставила их долго ждать. Когда они прибыли в детский дом в Эстонии, то увидели, что к ним приближаются девочка и ее приятели. У Элизабет было много общих черт с Эмили, и она была такой же привлекательной. После обмена сердечными приветствиями девушки и пара расстались, и Элизабет в конце концов отправилась в свой новый дом к приемным родителям. Пока пара не сообщила ей об этом лично, Элизабет понятия не имела, что они проделали весь этот путь до Эстонии, чтобы удочерить ее.